Да-да, господа, я не умер. Весь этот ролик будет полностью озвучен, и весь будет состоять из моих голосовых комментариев. Если вам подобный формат ролика понравится, вы можете поставить лайк или дизлайк, который увижу только я. Перед началом ролика хочется передать привет некоторого рода Виталикам, которые воруют чужой контент и чужие наработки. Перед Новым годом хочется пожелать своих новых разработок и своих новых идей. С родными тефлоновыми ножками я церемониться не буду, варварски их удалю и выброшу в мусорку. А как снять их аккуратно, ты можешь прочитать в моей статье, ссылочка в описании. Данная мышка не новая. Ее клеевой слой уже давненько так ослаб, я не использовал ни спирт, ни термофен. Я просто забурился первым попавшимся инструментом, и они в одно движение довольно-таки легко удалились. Также я рекомендую использовать отвертку подходящего размера, чтобы вы не испортили винты и могли в дальнейшем разобрать мышку в любое удобное вам время. И если вас беспокоил небольшой люфт кнопок и родные микропереключатели устраивали, то подкрутка данных винтов может помочь устранить проблему. Раньше это работало с Pure Military, в этот раз может помочь и вам, берите на заметочку. Мышка собрана плотно, поэтому срывать верхнюю крышку слишком сильно не стоит. Внутри находится шлейф, который вы можете оборвать. Я не рекомендую рвать его руками, используйте какой-нибудь острый инструмент, пинцет, лопаточку. В стоке стоит энкодер Alps 9 мм. Для этой модели на самом деле отличный выбор. Если он работает без нареканий, то менять не нужно. Для конкретной мыши я выбираю между KL800K и новым таким же Alps, так как старый немного подрастерял свою четкость отсечек. Обратите внимание, что верхняя часть крепится на очень жестких пластиковых защелках, и если начнете выгибать их по одному, то есть вероятность их сломать. Пальцами их выдавить тоже довольно-таки сложно. Не нашел ничего лучше, чем взять несколько металлических плоских лопаток и вставить их между защелками и корпусом. По ним, как по направляющим, панели разъединяются довольно-таки просто.
Ну что, господа, плавненько переходим к демонтажу компонентов. Паяльная станция у меня на жалах Т12. Сейчас в кадре светится жало типа К, оно же топорик. Для большего удобства я предпочитаю выпаивать плату с энкодером, а потом уже выпаиваю остальное. Чтобы облегчить процедуру выпаивания, я добавляю более легкоплавкий припой. В моем случае это POS 61. Также хочу заметить, что широкое жало удобно тем, что одновременно прогреваются все выводы, и компонент легко отсоединяется от платы руками, что вы сейчас можете наглядно увидеть в кадре. Для демонтажа микропереключателей мне понадобится заменить жало на гораздо более широкое. Сейчас в кадре появится жало Т12 с маркировкой 1403. Обратите внимание, паяю на низкой температуре 290 градусов. С учетом вышеупомянутых процедур и использования хороших инструментов, даже нежные пластиковые детали не повреждаются при выпайке. Старый припой я решил удалить с помощью медной оплетки, однако для этих целей прекрасно подходит и оловоотсос. Лучшим механическим оловоотсосом я считаю инженер SS02. Для очистки платы я использую изопропиловый либо этиловый спирт. Также не используйте жесткие щетки, так как они могут повредить компоненты платы вашей мыши. Так как старый энкодер больше мне не пригодится, я с помощью бокорезов откусываю выводы и демонтирую энкодер. Все это только для увеличения удобства и скорости моей работы.
В этой доработке кнопки DPI менять я не буду. Они в отличном состоянии и идеально выполняют свою роль. Боковые TTC с красным толкателем я буду менять либо на Huana, либо на KLGM 2.0. Целиком выпаивать микрики я не буду, просто обрезаю выводы, а дальше на старые выводы буду припаивать новые микропереключатели. Для правильной фиксации буду предварительно прикручивать микрики к плате с помощью винтов. Обратите внимание, что не все микропереключатели имеют отверстия для подобного монтажа. В итоге, после обсуждения с клиентом, выбор остановился на KLGM2 на 70-80 грамм. Клиент предпочел более короткий ход кнопок. Так как микропереключатели зафиксированы и отцентрованы, я просто припаиваю их выводы к выводам от старых микропереключателей. Дополнительный флюс я не использую, чтобы не появилось каких-либо стекающих вниз капель припоя. Я считаю, что в данном случае лучше обрезать торчащий вверх оставшийся припой. Под микрик колеса был выбран Huana Black Shell Red Dot. Данная модель хорошо подходит на эту роль, так как имеет довольно большой ход и ощутимую тактильность при нажатии. Немаловажным аспектом является также то, что существует версия с длинными выводами. В качестве энкодера сегодня у нас KL 800K. Выбор пал на него из-за более тихой прокрутки, но при этом сохранения хорошей тактильности отсечек. Для правильного позиционирования платы энкодера колеса ее обязательно нужно зафиксировать в своем посадочном месте, а уже только потом припаивать. В качестве основных микропереключателей были выбраны TTC Gold 80M. Клиент изначально хотел легкий клик, планировал версию на 60M, но это сочетание дало клик практически без какой бы то ни было тактильности. В очередной раз повторюсь, под каждую мышку и каждого человека подбор микропереключателей нужно проводить индивидуально. Обратите внимание на то, как я провожу монтаж. В обязательном порядке центрую выводы микропереключателя в посадочных отверстиях, чтобы они стояли идеально ровно, а также плотно прилегали к плате.
Для устранения люфта колеса я использую алюминиевую ленту. Это не фольгированный скотч, а именно алюминиевая лента. Не забывайте обезжиривать поверхность, на которую будет наклеиваться материал. Также в обязательном порядке нужно разгладить и примять алюминий, иначе скорого появления новых люфтов не избежать. Каждый случай уникален. Толщина, количество слоев, материал уникальны для каждой конкретной мыши и, как правило, не повторяются. Для смазки колеса в данном случае используется Krytax 205 G2. Чересчур густая смазка негативно скажется на нажатии на микропереключатель под колесом. Слишком текучая быстро потеряет свои свойства. В итоге просто смазываем все, что контактирует с болванкой колеса. У всех поколений Kone Pure есть одна особенность, она же недостаток. Под микропереключателем правой кнопки отсутствует опора. Это негативно сказывается на звучании клика. Очень сложно подобрать пару с похожим звуком. Для решения этой проблемы я вырезал упор из крышки убитого микропереключателя. Пластик достаточно жесткий, но при этом не мешает компонентам платы. В личных сообщениях ко мне обращаются с вопросом, что такое ограничители. Вообще ограничители — это, как правило, такие выступы, которые не дают пластинам кнопок мыши вылетать вверх, то есть ограничивают их ход. Из-за того, что правая кнопка имеет призвуки, мне нужно немного подточить правый ограничитель. Стачиваю алмазным надфилем. Стачивать нужно понемногу, чтобы не переборщить. Нарастить гораздо сложнее, чем срезать. Чтобы убрать люфт основных кнопок, в данном случае вертикальный, необходимо наклеить материал между ограничителем и толкателем кнопки мыши, либо под твердую накладку, если позволяет конструкция. Никогда не наклеивайте что-либо поверх толкателей основных кнопок, либо кнопок, которые очень активно используются. Износ материала будет происходить слишком быстро, также это в будущем скажется на ресурсе самого микропереключателя. В данном конкретном случае для демпфирования я буду использовать вот такой пластырь. Можете посмотреть, какой материал, какая текстура. Также можно применять малярную, алюминиевые ленты, металлизированные, пластиковые наклейки.
Под каждый случай, под каждую кнопку, количество слоев и тип материала всегда нужно подбирать по ситуации. Мышки всех производителей имеют довольно-таки ощутимый разброс по качеству сборки. Я в роликах показываю, куда стоит клеить и какие материалы подходят. Количество и толщина слоев уже на вашей совести. Подбирать нужно вам самим. Также не рекомендую использовать тряпичный пластырь, так как он пропускает через себя клей, а также изоленту. Клеевой слой держит недостаточно долго, лента может отвалиться, оставив на своем месте липкое основание. С боковыми кнопками делать ничего не придется. Формат KL-GM 2.0 идеально сочетается с конкретным экземпляром мыши. Хуана из-за большей высоты толкателя имели негативные призвуки. Процесс установки SlimCord для данной мыши довольно-таки прост. Что такое SlimCord? Это первый в мире паракорд кабель, выполненный в формате 2 мм. Для создания используются только металлические коннекторы, а также 3D-печать для изготовления защиты от перегиба. Это самый гибкий и легкий в мире паракордоподобный кабель. Дальше только беспроводное подключение. Также хочу обратить внимание, что подключать новый кабель нужно за пластиковый коннектор. Не вдавливать его, нажимая сверху на провода. Это касается не только SlimCord, но и любого другого кабеля с подобным коннектором. Завершающим этапом будет установка новых тефлоновых ножек Tiger Arc 2. Перед поклейкой обязательно обезжиривайте поверхность. Чтобы идеально наклеить ножку, ее нужно выровнять по углам и прижать. Ссылки на мой личный рейтинг тефлоновых ножек, а также статью по их замене можно найти в описании к этому ролику.